Тема, с одной стороны, достаточно, так сказать, проста, потому что она посвящена юбилейному туру. И я хотел бы вам рассказать о своих намерениях по поводу проведения этого юбилейного тура. В этом году, как пошутил Михаил Соломонович, мне исполняется 3 раза по 25. Вот. И тут уже без шуток перед журналистами в своем юбилейном туре, который я проводил в 60-летнем возрасте, я принял решение закончить концертную деятельность, но задержался. Как хорошо, что Леонид Ильич иногда нарушает свое слово. Нет, в данном случае я его нарушать не собираюсь. Я действительно хочу поставить точку, потому что дорог пройдено много, да и нечего кокетничать перед вами. Я привык работать в полную силу, вызывая, так сказать, интерес у аудитории, перед которой я появляюсь. Но чувствую, что, так сказать, этих сил меньше, да и интереса ко мне, к моей персоне тоже поубавилось. Поэтому, так сказать, я хотел бы достойно покинуть сцену. Я собираюсь объявить свои так называемые юбилейные концерты в некоторых городах России. То есть конкретно 11 сентября в юбилейный день пройдет мой концерт в Кремлевском дворце. Уже, так сказать, такая договоренность есть. Я сожалею о том, что 11 сентября произошла трагедия в Соединенных Штатах Америки. Террористический акт, унесший многие жизни. Но я ввел в нашей стране еще в Советском Союзе такую традицию день рождения проводить на сцене. И рекомендовал всем моим коллегам, потому что я его называю не день рождения, а день благодарения. День благодарения матушке, которая подарила тебе жизнь в этот день. Я его провожу как бы как отчетный, так сказать, день благодарения. И вот случилось так, что в тот печальный день, 11 сентября, мне пришлось на сцене Центрального зала «Россия» поднять аудиторию, почтить память погибших в этой трагедии минутой молчания и исполнил молитву. Вот это вот такая ассоциация 11 сентября. 11 сентября еще я хочу провести в эти дни концерты в Санкт-Петербурге в моем любимом Октябрьском зале. В моей жизни было 3 любимых зала. Это Октябрьский зал в Санкт-Петербурге и в Ленинграде. В Москве Центральный зал «Россия», вы знаете, что его снесли. И зал такой «Украина» в Киеве. Украина – моя родина. Я родился в Донбассе, в таком небольшом городке Часовьяре. Горжусь тем, что там стоит, так сказать, скульптура, которая почему-то, наверное, называют памятник. В Донецке, в центре города, в парке стоит эта скульптура, которую изваял Рукавишников. Вот. И как я не сопротивлялся и не говорил тогда президенту Кучме Леониду Даниловичу о том, что я против при жизни, он сказал, это не ты, не я придумал, придумали твои земляки, это их право, это их дело. Что справедливо. Да. Ну вот, это моя родина, Донбасс. Я дитя военного времени, война застала меня, так сказать, во Львове. В общем, победу я отмечал в 1945 году в Краматорске, в Донбассе, когда я поступил уже в 1 класс, и там я учился, поэтому украинский язык мой родной язык. И вот остальные концерты юбилейные я хочу провести в Украине, в Киеве,
в зале «Украина», в Днепропетровске, где я закончил горный техникум, откуда я пошел служить в армии. Вот. И Донбасс, Донецк. Я являюсь почетным гражданином всех этих городов. Вообще-то я еще и почетный гражданин Москвы и еще 29 городов. Но это не в порядке хвастовства, а констатации просто факта. Статистика. Да, значит, вот города в России, еще третий город, в котором я хотел бы выступить юбилейным концертом, это город Краснодар. Краснодар, потому что много лет существует там творческое объединение «Премьера», которым руководил народный артист республики Леонард Гатов, и которого мы вместе с ним создавали. Это творческое объединение, насчитывающее более 2000 человек, разноплановое, где существуют симфонические оркестры, единственный театр балета Григоровича, и существуют еще народные коллективы и так далее. И это для меня народный коллектив, эстрадный коллектив, очень близкие люди, джаз имени Гороняна и так далее. Поэтому я хотел бы еще и в Краснодаре выступить. Вот таких 3 концерта для меня важных в России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Днепропетровск, Донецк, Киев. Ну, из зарубежных гастролей есть предварительная договоренность выступления с сольным концертом в Израиле, в оперном театре. Я прожил в этой стране большую жизнь. Я начинал, так сказать, жить. Однажды я проснулся в этой стране, когда я стал россиянином. До этого я был советским. И я не отказываюсь. Есть такая песня у Газманова: «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР». Вот так и про меня так же. Вот. Я дважды выступал перед Сталиным. В 1946 году и в 1948 году я учеником средней школы Краматорской выступал на заключительном концерте школьной самодеятельности. Я жил при всех, так сказать, режимах существования советского государства. Мне крайне интересно все, что происходит в моем государстве. Я не самый храбрый, но я хочу быть везде первым. Вот моя дружба с космонавтами, с Царство Небесное, с Юрием Алексеевичем Гагариным, которого мне бы посчастливилось называть просто Юра, Валентина Владимировна Терешкова, Алексей Архипович Леонов и так далее, она заставила меня тоже быть первым. Я был первым на Даманском, когда случилась там беда. Я был первым в апреле 80-го в Афганистане и последним, там 9 командировок в Афганистан. Я был первым в Грозном, когда наступил мир в 96-м году и в 97-м. Мне посчастливилось, так сказать, быть первым в Чернобыле, первым выступать, в Нордосте первым вывести оттуда людей. Почему, говорит, что я? Ну да, орден мужества мне приятно, так сказать, было получать, но не для него я шел. Бой как у Твардовского. Бой идем не за награду, ради жизни на земле. Ради славы, ради жизни на земле. Да. Вот, но я чувствовал, что я активно живу в этой стране. У меня 7 внуков. И я думаю, что они вырастут, им не стыдно будет, что у них дедушка Кобзон. Я спел все, что я хотел, во всех жанрах я пел. Больше меня, пусть это не прозвучит нескромно, больше меня никто не спел концертов. Я первый начал петь по 2, по 3 сольных концерта в день. Больше меня никто не записал песен. Другой вопрос, кому они нравятся, не нравятся. Но я говорю Все по правильно. факту. Больше, так сказать, меня никто не сделал дорог. Нету места на карте Советского Союза бывшего, где бы я не побывал. Мне это крайне интересно жить. В общем, я живу активно,
И хотел бы продолжать, к сожалению, к огромному, все эти 17 лет, которые, так сказать, я не приезжаю в Соединенные Штаты. Туда не приезжает ни моя супруга по той же причине, мои дети, их тоже, так сказать, не приглашают по той же причине. Но я думаю, что для меня, может быть, это навсегда, а все-таки дети еще раз увидят. Моя дочь училась в Сан-Франциской школе общеобразовательной, потом 2 курса университета Нью-Йоркского закончила. Они знают, что такое. Сын закончил год курсы музыкантов в Голливуде. Так что для нас Америка не просто любопытная страна, но страна, в которой мы были, которую мы немножко познали и относимся к ней с уважением, и хотели бы там просто еще раз побывать.